Всем добрый день! 6 февраля 1958 года произошла одна из самых ужасных авиакатастроф в истории мирового футбола. Досмотрев этот выпуск до конца, вы узнаете причины гибели 23 человек команды Манчестер Юнайтед. Начинаем. «5 февраля 1958 год. Клуб должен был отправиться в Югославию на ответный матч Кубка Европейских чемпионов. Однако на обратном пути из Праги в предыдущем раунде туман над Англией помешал команде вылететь обратно в Манчестер. Поэтому они вылетели в Амстердам, прежде чем сесть на паром из Голландии в Харвич, а затем на поезд в Манчестер. Поездка сильно сказалась на игроках, и 3 дня спустя они сыграли всего лишь ничью со счетом 3-3 в Бирмингем-Сити. Стремясь не пропустить последующие матчи в футбольной лиге и не совершить трудную поездку, клуб зафрахтовал самолет British European Airways из Манчестера в Белград для выездного матча против Цервеной Звезды. Матч закончился в ничью со счетом 3-3, но этого было достаточно, чтобы отправить Юнайтед в полуфинал. Вылет из Белграда был задержан на час после того, как один из игроков Джонни Берри потерял свой паспорт, и самолет приземлился в Мюнхене для дозаправки в 13:15 по Гринвичу. Самолет представлял собой новый 6-летний Airspeed Ambassador 2, построенный в 1952 году и поставленный в компанию Б в том же году. Пилот, капитан Джеймс Стейн, был бывшим лейтенантом Королевских ВВС. Он был повышен до лейтенанта в мае 1948 года и получил постоянную комиссию в том же звании в 1952 году. Он ушел из Королевских ВВС, чтобы присоединиться к компании British European Airlines. Второй пилот, капитан Кеннет Реймонд, также был бывшим лейтенантом Королевских ВВС и летчиком-асом Второй мировой войны. Самолет готовился вылетать в Белград, но в 14:19 с диспетчерской вышки в Мюнхене сообщили, что самолет готов к взлету, и дали разрешение на взлет, срок действия которого истекает в 14:31 по Гринвичу. Реймонд отказался от взлета после того, как первый пилот заметил, что манометр наддува порта колеблется, когда самолет достигает пойманной мощности, а двигатель странно звучит при ускорении. Вторая попытка была предпринята через 3 минуты, но была отменена через 40 секунд после начала ее, потому что двигатели работали на чрезмерно богатой смеси, что приводило к их недопустимому ускорению, что было общей проблемой для данного самолета. После второго сбоя пассажиры отступили в зал для ожидания. К тому времени пошел сильный снег. Казалось маловероятным, что самолет совершит полет в тот день. Полузащитник Дункан Эдвардс отправил телеграмму своей хозяйке в Манчестер, в которой говорил: «Все рейсы отменены, вылетаем завтра. Дункан». Тейн рассказал инженеру станции о проблеме с наддувом двигателей порта, и тот предположил, что поскольку более медленное открытие дроссельной заслонки не сработало, единственным вариантом было задержать самолет для перенастройки. Тейн стремился не отставать от графика и предположил, что достаточно открыть дроссельную заслонку еще медленнее. Это означало бы, что самолет не достигнет скорости, пока не опустится дальше по взлетно-посадочной полосе. Ребята, прервемся буквально на секундочку рекламной паузы. Я хочу сказать вам, что если у вас есть возможность и желание поддержать мой канал, я оставлю ссылочку в первом закрепленном комментарии на свой Donation Alerts. Там вы сможете помочь мне с развитием канала, на развитие оборудования и так далее. Всем большое спасибо, продолжаем просмотр. Пассажиров вновь вызвали обратно в самолет через 15 минут после его выхода. Некоторые из игроков не были уверены в себе, особенно Билли Уиллан, который скажет: «Это может быть смерть, но я готов». Другие переместились в заднюю часть самолета, считая это более безопасным местом. Как только все были на борту, пилоты снова заставили самолет двигаться в 14:56. В 14:59 они достигли точки удержания взлетно-посадочной полосы, где получили
разрешение на взлет. На взлетно-посадочной полосе. Они провели окончательную проверку кабины, и в 15:02 им сказали, что их разрешение на взлет истечет в 15:04. Пилоты согласились попытаться взлететь, но они будут следить за приборами, как покажет позже расследование, на помпаж двигателей. В 15:03 они сообщили диспетчерской вышке о своем решении. Рэймонд медленно перевел дроссельную заслонку вперед и отпустил тормоза. Самолет начал разгоняться, и радист Билл Роджерс передал в радиодиспетчерскую вышку: «Зулусская униформа катится, самолет набирал скорость». И Тейн называл скорость шагом в 10 узлов. На скорости 85 узлов левый двигатель снова начал набирать обороты, и он слегка оттянул дроссельную заслонку по левому борту, прежде чем снова толкнуть ее вперед. Как только самолет достиг скорости 117 узлов, он объявил В1, при котором прерывать взлет было уже небезопасно. И второй пилот прислушался к призыву В2, скорость 119 узлов, необходимо для отрыва от земли. Тейн ожидал, что скорость возрастет, но она колебалась около 117 узлов, затем внезапно упала до 113 узлов, а затем аж до 105 узлов. Набрав высоту 18 метров, самолет начал падать, и Рэймонд закричал: «Христос, мы не справимся!» Когда Тейн поднял глаза, чтобы увидеть, что ждет его впереди. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в забор, окружающий аэропорт, пересек дорогу, прежде чем его левое крыло было оторвано. Когда он врезался в дом, дом загорелся, часть хвоста самолета была оторвана до того, как левая сторона кабины врезалась в дерево. Правая сторона фюзеляжа попали в деревянную хижину, внутри которой находился грузовик, наполненный шинами и топливом, который взорвался. Увидев пламя вокруг кабины, Тейн испугался, что самолет взорвется, и приказал своей команде эвакуироваться из этого места. Стюардессы первыми вышли через выбитое аварийное окно на камбузе, за ними последовал радист Роджерс. Рэймонд был запер в своем кресле из-за смятого фюзеляжа и сказал первому пилоту идти без него. Тейн вылез из окна. Достигнув земли, он увидел пламя, растущее под правым крылом. Он крикнул своей команде, чтобы они уходили, и забрался обратно в самолет, чтобы достать 2 ручных огнетушителя. Остановившись, чтобы сказать Рэймонду, что он вернется, когда пожары будут устранены. Тем временем в салоне вратарь Гарри Грег приходил в сознание, думая, что он мертв. Он почувствовал кровь на лице и не осмелился подняться. Он думал, что часть его макушки была оторвана, как сваренное вкрутую яйцо. Прямо над ним свет проникал в хижину, поэтому Грег пнул отверстие достаточно широко, чтобы выбраться, и смог сбежать. Ему также удалось спасти некоторых пассажиров, среди которых были такие игроки, как Бобби Чарльтон и Дэнни Вайолет, которые были пристегнуты вдали от обломков к своим местам. 20 пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один скончался по дороге в больницу, а 2 других скончались позже в том же месяце, находясь в больнице. Первоначально в аварии обвинили ошибку пилота, но позже выяснилось, что она была вызвана слякотью ближе к концу взлетно-посадочной полосы, что замедлило самолет и помешало безопасной скорости полета. Во время взлета самолет достиг скорости 117 узлов, но при входе в слякоть упал до 105 узлов, слишком медленно, чтобы оторваться от земли, и с недостаточной взлетно-посадочной полосой, чтобы прервать полет. Самолеты с шасси с хвостовым колесом не сильно пострадали от слякоти и геометрии тех самых шасси по отношению к центру тяжести. Однако более новые типы, такие как Амбассадор, шасси носового колеса и основными колесами за центром тяжести, были признаны уязвимыми в таких ситуациях. Несмотря на такой вывод, немецкие власти аэропорта подали в суд на Тейна как на единственного пилота, который выжил в авиакатастрофе. Они утверждали, что он взлетел, не очистив крылья ото льда, что и привело к крушению, несмотря на то, что несколько свидетелей заявили, что льда не было видно. Свидетели также не были вызваны на немецкое расследование, и судебное разбирательство против Тейна затянулось вплоть до 1969 года.
когда с него наконец сняли всякую ответственность за крушение. В качестве официальной причины британские власти зафиксировали накопление тающего снега на взлетно-посадочной полосе, что помешало самолету достичь требуемой взлетной скорости. Тейн, уволенный из British European Airlines, вскоре после аварии больше никогда не возвращался к работе и ушел на пенсию. 20 человек, в том числе 7 игроков Манчестер Юнайтед, погибли на месте крушения. 21-й жертвой стал журналист и бывший вратарь, который играл с Басби в Манчестер Сити. Он скончался по дороге в больницу. Дункан Эдвардс скончался от полученных травм 21 февраля в больнице в Мюнхене. А окончательное число погибших достигло 23 несколько дней спустя, когда второй пилот Реймонд умер в результате серьезных травм головы. Первые памятники погибшим игрокам и персоналу на Олд Траффорд были открыты 25 февраля 1960 года. Первая мемориальная доска в форме стадиона с изображением зеленого поля, на которой черным и золотым стеклом были начертаны имена погибших, была размещена над входом в директорскую ложу. Над мемориальной доской была резьба из дерева с изображением игрока и болельщика, головы, склоненные по обе стороны венка, и футбольный мяч с надписью 1958. Надеюсь, что видео было для вас полезным, и теперь вы знаете причины и последствия мюнхенской трагедии, произошедшей в середине 20 века. А еще больше интересных видео на тему катастроф в спорте и не только вы можете найти у меня на канале. Спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, репостите данное видео. Всем удачи. Пока-пока.